Природа не перестает нас удивлять своими полезными, яркими и необычными на вид растениями. Сегодня я хочу рассказать о многолетнике, который не оставит никого равнодушным. Уверена, что многие из зрителей узнают о нем впервые. А его аромат, полезные свойства и, самое главное, неприхотливая красота привлекут внимание каждого цветовода. Все мы знаем о таком неприхотливом и полезном растении, как душица или орегано. Но сегодня речь пойдет о совершенно уникальных сортовых новинках, которые поразили садоводов всего мира. И не только своими полезными и пряно-ароматическими качествами, но и высокодекоративным видом, а также универсальностью. Эти растения можно выращивать не только в саду, но и в контейнерах, например, на патио, подоконниках помещений, балконе или как ампельные цветы в подвесных кашпо. Например, все знают душицу обыкновенную, которую выращивают в качестве пряной культуры. В Греции издревле ее называли травой счастья и обязательно вплетали в венки молодоженов. Но среди этого полувечно зеленого многолетника есть множество видов и декоративных сортов, которые удивят вас своей красотой. Обратите внимание на душицу круглолистную, которая образует роскошные водопады из многочисленных ярких цветов. Данный сорт так и назвали аметистовый водопад. Эти растения достигают 40 см в высоту, при ширине около 45 см. Кустики хорошо ветвятся и очень обильно цветут. Побеги этой душицы украшены мелкой, ароматной голубовато-зеленой листвой и удлиненными красочными соцветиями. Цветки также приятно пахнут. Данный сорт можно выращивать и в открытом грунте, и как ампельное растение. Его необычные по форме соцветия составляют длину 5 см. Они образуют целые каскады цветов, что смотрится очень эффектно. Хотя есть гибриды, которые имеют намного длиннее соцветия. Например, гибрид Xera Cascade с голубоватой листвой и удлиненными розово-фиолетовыми соцветиями. Его многочисленные цветочные шишки напоминают хмель, но их яркая окраска и размеры просто поражают. Они могут отрастать в длину более чем на 10 см. Кусты декоративной душицы невысокие и хорошо разветвленные. Крона состоит из множественных побегов, украшенных красочными гирляндами из оригинальных сережек. Такое яркое цветочное шоу вы сможете наблюдать с июля до осени, а некоторые сорта цветут даже в сентябре-октябре. Из наиболее интересных сортов можно назвать декоративную душицу Ken Beauty с высотой кроны до 30 см и зеленовато-сиреневыми цветками. Красивый также сорт Bristol Cross и другие. По своей зимостойкости душица выносит без укрытия морозы до минус 23-29 градусов. Но она не терпит вымокания и застой талых вод. Обычно от этого и погибает. Высаживать в низинах это растение нельзя. В более холодных садах и там, где мало снега зимой, кустики дополнительно укрывают лапником. Некоторые высокодекоративные сорта выдерживают морозы только до минус 23 градусов по Цельсию или до минус 10 градусов по Фаренгейту. Такие растения удобно выращивать в контейнерах и на зиму заносить их в помещение или в теплицу. Душица – это засухоустойчивое и неприхотливое растение. Она станет расти даже на бедных, но дренированных грунтах. Без пересадки на одном месте в саду сможет расти около 25 лет. Но для поддержания высокой декоративности кустики лучше делить каждые 5 лет, рассаживая их в другие грядки и места на участке. После орегано, кстати, хорошо высаживать многие овощные культуры. Душица предпочитает солнечные места. Она также станет неплохо расти и в небольшом притенении. Этот многолетник совершенно не требовательный к почвам. Ему вполне подойдет легкая садовая земля. Он любит умеренный полив, особенно в жаркий засушливый период, но постоянное переувлажнение способно ему навредить. Кислотность почвы желательно поддерживать в пределах 6-7,5 pH. Более кислый состав душица не любит. Перед посадкой растений ямки или контейнеры лучше заполнить хорошо перепревшим компостом вперемешку с речным песком. Такие растения можно выращивать на специальных пряных грядках, при поднятых клумбах, альпийских горках, высаживать их по краям садовых дорожек, на подпорных стенках, а также в горшки и в подвесные кашпо. Вазонами с душицей часто украшают придомовую территорию, зону отдыха, террасу,
балкон и даже домашний интерьер. Например, горшочки с орегано можно выставить на кухонном подоконнике. Такое растение не только украсит помещение, но и будет всегда под рукой в качестве ароматной специи и для приготовления полезного чая. Душицы выращивают как почвопокровное и ампельное растение. Сортам с интенсивным ростом, густой кроной и сильным ветвлением потребуется более просторное место на клумбе. Размножают этот многолетник делением кустиков, черенкованием и семенами. На рассаду высевают в марте. Семена мелкие, поэтому их в почву не заглубляют и даже не присыпают землей. Для прорастания им нужен свет. В открытый грунт весной рассаду высаживают, когда хорошо прогреется воздух и почва. В средней полосе это примерно в начале-середине мая. Перед высадкой рассады молодые растения лучше закалить, периодически выставляя их на открытый воздух. При посадке учитывайте сортовые характеристики и размеры. Обычно кустики высаживают с интервалом 60 на 50 см. Душицу обыкновенную можно высевать сразу в сад, но такой метод не подходит высокодекоративным сортам. Многие сортовые растения вырастить из семян у вас, увы, не получится. Размножают их в основном делением или черенкованием. Учтите, что делить растения лучше в возрасте от 3 лет. Черенкование проводят летом. Веточки душицы хорошо укореняются, но имейте в виду, что даже выращенные вегетативным путем растения могут иметь отличительные признаки. Например, на яркость окраски соцветий часто влияет интенсивность и продолжительность освещения. Душица – это не только красивое, но и полезное растение. Многие хозяйки используют ее ароматные веточки для отпугивания вредных насекомых. Например, еще в древности травой орегано натирали посуду с продуктами, чтобы туда не залетали мухи. Также высушенная и измельченная трава душицы не нравится муравьям. Если вам докучают садовые муравьи, посыпьте обильно душицей места их частого появления и сам муравейник. Эффект орегано в его насыщенном запахе, эфирных маслах и дубильных веществах. Это полезное растение применяют не только в кулинарии, но и в лечебных целях. Спектр его целебных свойств просто огромный. Кроме всего, эта трава является отличным антиоксидантом. Единственное, что мужчинам увлекаться душицей не стоит. Ее также не рекомендуется употреблять беременным и кормящим женщинам. Эту траву традиционно добавляют во многие блюда. Из орегано готовят вкусные соусы и приправы. В небольшом количестве добавляют в чаи. На основе душицы изготавливают самые разные косметические средства по уходу за кожей, для гигиены ротовой полости и приготовления ванн. Такой неприхотливый и полезный многолетник удивит вас своим эффектным видом, простотой в уходе и огромной пользой. Поделитесь в комментариях своим мнением и опытом выращивания душицы. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч в нашем добром саду.